Давайте коротко разберем, как общаться с прокуратурой. Значит, у нас есть в Краснодарском крае отдельно природоохранная прокуратура Азово-Черноморская, и есть прокуратуры районов или городов, например, прокуратура Центрального округа Краснодара, есть прокуратура Горячего Ключа, есть краевая прокуратура. Вы можете в любую прокуратуру написать обращение через сайт госуслуг. Я бы сказал, что это один из самых эффективных способов обращения, потому что это все регистрируется, есть возможность отследить, так сказать, прохождение вашей жалобы. И я, как правило, именно так делаю. Второй вариант, менее отслеживаемый, это приехать в саму прокуратуру. У них, как правило, у всех этих прокуратур есть почтовые ящики, куда можно кинуть объявление. В смысле, ящик в самом здании, куда можно кинуть объявление. Естественно, можно отправить по почте, но я всегда за электронное обращение. С ними удобнее работать, и они более отслеживаемые, по ним больше отчетности. И еще вариант, который мне несколько раз помогал. Я приезжал в прокуратуру Горячего Ключа, писал, например, там на листике бумаги, которую мне предоставили сотрудники прокуратуры, писал жалобу по поводу того, что сжигали мусор с кладбища Горячего Ключа в районе очистных сооружений Горячего Ключа и напротив фермы, производящей молоко. И я хотел, так сказать, чтобы приняли меры, потому что полиция не шевелилась. Вышел какой-то сотрудник прокуратуры, зампрокурора, если честно не помню фамилию уже. И он при мне пообщался с сотрудниками администрации. Потому что очевидно, что это их мусор. Они его потом и убирали. То есть вначале они его туда вывезли, а потом они его оттуда убирали. Сжечь не получилось. И в общем, когда вам нужен результат, когда вам нужно ехать, а не шашечки, то можно таким образом поступить. Причем это была инициатива самого прокурорского, то есть самих прокурорских сотрудников, которые проявили желание помочь. И при всей моей нелюбви к сотрудникам силовых органов, но при СИЗО, это фамилия прокурора Горячего Ключа, говорящая. Отличная фамилия, кстати говоря. Просто подходящая под эту должность. Так вот, при СИЗО я знаю, что прокурорские сотрудники активно участвуют в жизни города и по некоторым моим обращениям прям существенно двигали вперед. Они помогают сотрудникам полиции, так сказать, придушивать администрацию, чтобы она хоть что-то делала. В этом плане, при всей моей нелюбви вообще в принципе к силовикам, в Горячем Ключе недостаточно эффективны. Возможно, какие-то глобальные вещи, типа застройки в какой-нибудь подтопляемой зоне они почему-то не замечают, но по тем вопросам, по которым я обращался, они иногда проявляли неожиданное желание прям до конца довести жалобы. К сожалению, допустим, не по всем вопросам так получается. По вопросу поджога из заведенного уголовного дела с 1 мая 2023 года, то есть, представляете, да, больше года я ни ответа, ни привета не знаю, что там они вообще, уголовное дело, в каком состоянии, куда, что. То есть, я один из потерпевших, которых официально признали по этому уголовному делу, но в этом случае прокуратура ничего сделать не может. Так что, чтобы вы понимали мою степень объективности,
я, по идее, должен был бы их ругать, но в моем случае, в случае поджога, прокуратура ничего не сделала, чтобы следствие изобличило поджигателя, хотя они, конечно, известны всем, и участковому Тамукаю, и уголовному розыску горячего ключа, и, соответственно, прокуратуре. Ну вот, да и смысла, если честно, сейчас по действующим законам в России, если даже человек, вот прям его на горячем, что называется, поймали, пишет заявление, что хочет на СВО, и все, и никакой ответственности не несет. Так вот, если вы попадаете в прокуратуру лично, вы можете в приемной, ну там где-то в предбаннике написать заявление. Еще как вариант, запишитесь, и это действует реально. Сотрудники прокуратуры могут созваниваться практически с любым чиновником, ну, тем более с руководством. Поэтому запишитесь на прием в прокуратуру, свяжитесь с сотрудником, ну, приходите на прием, принесите документы, покажите их, и это может дать результат. Если вам именно нужен результат, а не просто ругаться с кем-то там в бумажном виде. Я думаю, что всем нам нужно именно результаты, а не чистая ругань. Так, по поводу краевой прокуратуры, иногда, когда городская или районная не очень шевелится, можно и нужно писать, допустим, в городскую прокуратуру Краснодара или в краевую прокуратуру, потому что тогда уже, ну, как бы, если вам пришел какой-то канцелярский бред от, допустим, прокуратуры Центрального округа Краснодара, можно и нужно поднимать проблему на уровень выше, то есть на уровень города и еще на более высокий уровень, на уровень края. По экологическим проблемам я всегда писал на краевой уровень, потому что мне казалось, что это самое действенное. У нас, честно говоря, такая чересполосица, непонятно кому что, какие земли принадлежат. Где-то они их контролируют. То есть, смотрите, по кадастровой карте, вот как в случае с этим многолетним разливом фекалий в горячем ключе около насосной станции, там, Ярославская 139, кажется, адрес. Вот. Там земли вот всех возможных видов. То есть земли лесного фонда, и земли сельхозназначения, и земли поселений. И вот черт его ногу сломит, куда писать по этим всем землям. Поэтому я написал в краевую прокуратуру весной 22 года. И она уже сама разобралась, куда, в какие органы спустить эту жалобу. То есть писать в край в такой ситуации, ну, наверное, самое эффективное. Быстрее всего. Но тем не менее, если вы хотите, так сказать, продублироваться, вдруг вы боитесь того, что прокуратура будет целый месяц на вашу жалобу смотреть, вы можете обратиться напрямую, раз уж мы вспомнили этот случай. Значит, если вы... Кадастровая карта — это просто у вас must have. То есть вы прям должны научиться пользоваться этой публичной кадастровой картой, как отче наш. Заходите, смотрите, допустим, вот у вас как на Ярославскую 139, там есть между ГНС и рекой Псикупс земли лесного фонда. Значит, пишите в Минприроды жалобу, Министерство природы Краснодарского края. Вот. Можете написать для верности еще на губернатора, на электронную приемную. Все равно он руководит регионом, и Минприроды ему подчиняется. Дальше, если вы видите земли сельхозназначения, как, допустим, лежал мусор, который с кладбища вывезла администрация горячего ключа, он лежал на землях сельхозназначения. Даже если они частные. Все равно пишите в Россельхознадзор. Это их зона ответственности. Любая сельхозземля, частная, нечастная, это их зона ответственности. Написали туда жалобу. Если вы видите, что земли поселений, теоретически это, соответственно, ответственность городской прокуратуры, горячего ключа, например. Но
принципе, можете написать и в край. Они потом уже сами спустят на тот орган прокуратуры, который конкретно на земле, что называется, максимально близок к этим землям. То есть эффективно писать одновременно жалобы и туда, и туда. Может быть разного содержания, может быть одинакового текста, если вам лень придумать разного содержания. Но написать жалобу и туда, это означает просто ускорить рассмотрение этой жалобы. Понятно, что прокуратура сама не побежит там смотреть, где что-то случилось, но она спустит уже на уровень соответствующего органа, а там уже будет ваш материал, они уже что-то начнут делать. То есть вы просто убыстрите процесс рассмотрения, исходя из моего опыта. Да, как бы говорят, что нужно жаловаться на бездействие органов власти. То есть ждите ответа на жалобу целый месяц, а потом только жалуйтесь в прокуратуру. Но я предпочитаю не ждать, я предпочитаю одновременно писать. Так быстрее и, с моей точки зрения, так эффективнее. Так, говорил, что в Росгвардию. Да, кстати, еще один момент. Где-то обязательно найдите, если вы живете в горячем ключе, телефон, как можно позвонить дежурному прокурору в горячем ключе и дежурному прокурору в крае. Один раз мне это очень помогло, когда на меня совершил наезд сотрудника, инструктора автошколы «Бумер». Полиция не хотела долго ко мне ехать на оформление ДТП. И только звонок в прокуратуру помог ускорить этот процесс. И полиция сразу нашлась и приехала. Сотрудники ДПС. Вот. Поэтому у вас в телефоне должен быть записан номер, как я раньше говорил, горячей линии ГУВД Краснодарского края, если вы в Краснодарском крае, и 2 телефона прокуратуры вашего места, где вы живете, и телефон краевой прокуратуры, то есть тоже горячей линии, чтобы вы могли позвонить и сообщить о каком-то беспределе, например, со стороны сотрудников полиции. Да, прошу вас вот в этот момент подписаться и оставить комментарий, как бы вы еще поступали в ситуации, если бы, допустим, столкнулись с экологическими нарушениями или, допустим, с беспределом со стороны сотрудников полиции. Оставьте лайки, если вам нравится то, что я делаю, и поделитесь этим видео с друзьями. Самое главное, что это нужно делать во время просмотра видео, вот прямо сейчас, в этот момент, чтобы YouTube и алгоритмы его увидели, что вам действительно это хоть как-то интересно. Но если вы досмотрели до этого места, вам, наверное, чуточку интересно. Дальше. Если вы, допустим, сталкиваетесь с беспределом со стороны охранников, то охранников контролируют и выдают лицензию на охранную деятельность и фирмам, то есть вот этим частным охранным предприятиям, и конкретным охранникам, их всех оформляет Росгвардия. У Росгвардии есть телефон горячей линии, звонки туда пишутся, то есть ваше обращение даже голосом оно будет зафиксировано. Потом сотрудники Росгвардии в горячем ключе, это сотрудники разрешительной системы, которые оружием занимаются, вас даже опросят и соберут у вас там всякие объяснения, заявления, что они неоднократно делали по моим жалобам, чем они были не очень довольны, что им приходится и этим заниматься. Ну, куда деваться? Они подчиняются Росгвардии в Краснодаре. Эти ребята вообще в Росгвардии, они военизированные, то есть они такие вот военные, у них там все строго. И, кстати говоря, вневедомственная охрана в горячем ключе, и не только в горячем ключе, тоже подчиняется Росгвардии. То есть, если у вас возникают проблемы, вообще все, что связано с охраной, деятельностью охранных фирм, в том числе вневедомственной охраны, это все Росгвардия. Соответственно, с ними нужно понимать, как контактировать. У них есть сайт. Сайт немножко глючный. Он не всегда работает корректно. Поэтому, если вам нужен результат, вы можете в Краснодаре приехать, по-моему,
где-то на Комсомольском находится в Росгвардии основной офис, но есть и отделение по городу. На Лузана, по-моему, есть, на шоссе Нефтяников где-то там. Вот. Но можно через сайт попробовать или по телефону, по горячей линии позвонить, объяснить ситуацию, и вам подскажут, как лучше действовать, если прям нужно супер оперативно. Так, Следственный комитет. Ну, если вас не провоцируют на дачу взятки, или вы, допустим, не застали сотрудника полиции на каком-то преступлении, во всех остальных вопросах, я думаю, Следственный комитет достаточно бесполезен. Ну, в том смысле, я с ним сталкивался по теме тайной переписки, и во всех случаях, сколько я с ним сталкивался, они ничего не могут. Не хотят, не могут, не знаю почему. Вот. С оборотнями в погонах, я знаю, они в горячем ключе прям показно боролись. Ну, наверное, это то, что они умеют делать. Но у меня не было с ними положительного опыта. Есть, соответственно, у них сайт. Наверное, есть телефон горячей линии. Тоже можно связаться и так же, как и с Росгвардией, поступить. И кто у нас там еще? Ну вот, с ФСБ та же самая тема. То есть у них есть сайт, где можно написать и электронный адрес, и форму можно заполнить. Только смотрите, чтобы это был аутентичный сайт ФСБ, потому что я знаю, что в интернете мошенники очень любят создавать клоны сайтов силовых структур, да, это, в общем, ко всем относится. Клоны прокуратуры, клоны Следственного комитета, так что вы должны убедиться в том, что этот сайт действительно имеет отношение к ФСБ. Например, если мы говорим про ФСБ. Там должен быть адрес электронной почты, там есть форма, где вы можете заявление оформить. В принципе, я полагаю, что у каждого ведомства есть и ящик для анонимных сообщений. Как бы вам ни говорили, что анонимные сообщения не рассматриваются, да, конечно, силовики не хотят, не любят рассматривать анонимные сообщения, но формально, я полагаю, они могут даже и по сообщениям в СМИ возбудиться, то есть начать какую-то доследственную проверку. И к сообщениям СМИ относятся в том числе и публикации в каких-нибудь там телеграм-каналах. Вы же знаете, как у вас, вернее, теперь в России, даже по сообщениям там нескольколетней давности на стене в каком-нибудь ВКонтакте, который напрямую связан с сотрудниками полиции, по моему мнению, даже на такое могут возбудиться. То есть по старым публикациям, о которых все забыли. Я, например, свой аккаунт во ВКонтакте не веду с 22 года. Аккаунт висит, я им не пользуюсь. И, соответственно, что там у меня висит на этом аккаунте, я понятия не имею. Но ничто не мешает сейчас кому-то полезть, что-то почитать и начать возбуждаться по поводу того, что я написал 10 лет назад, например. Да? То есть, в принципе, эти все силовики, они могут по любым источникам возбуждаться, в том числе и анонимно. Соответственно, у прокуратуры я знаю точно. Полагаю, что точно у ФСБ такая же тема есть. Есть ящики для анонимных сообщений. То есть можно подъехать, бросить и, соответственно, сообщение будет рассмотрено, но как сообщение от анонима. Естественно, там где-то камера рядом закамуфлирована есть, потому что уж точно сотрудники ФСБ не хотят совершенно анонимных сообщений, которые им поступают в бумажном виде. Но в конце концов, в нашем современном мире совсем анонимным вообще невозможно остаться. Вот. Это такие способы, как вы можете коммуницировать с другими силовыми структурами, в кавычках, кроме полиции. Ну, про полицию вы знаете, да? То есть можно прийти в дежурную часть, можно попытаться покачать права в плане того, что вот в предбаннике можно снимать на видео,
У меня был такой случай с товарищем Андреем Викторовичем. Передаем ему привет. Тезка мой полный. Вот. Но мы очень быстро выяснили, что в предбаннике того отдела полиции, который был в горячем ключе еще до реконструкции, можно было вести фото- и видеосъемку, и поэтому конфликт был исчерпан. И действительно, там же материалы висят, которые доступны гражданам, и мы можем сфотографировать их, вести видеосъемку. Это не вот эта часть, где граждан держат в ожидании встречи с сотрудником полиции, не является режимным объектом. Что бы вам ни говорили сотрудники полиции в обратную сторону. Есть еще Роспотребнадзор. В горячем ключе они, по-моему, на Пролетарской сидят. Ну а в Краснодаре, по-моему, на Рашпилевской 100. У них такой хороший адрес, легко запоминающийся. Недалеко от Сенного рынка, по диагонали. Вот Роспотребнадзор, кстати, Оборнадзор, я только задумался, есть образовательный надзор, они на Стасово в Краснодаре находятся, который контролирует образовательные организации. Вспомнил, что мне пришлось общаться и с теми за все время своей жизни в России. Но у них большая недостача кадров, как минимум, в Роспотребнадзоре. Поэтому их укрупняют, и я бы вам рекомендовал напрямую писать по горячему ключу в Белореченск. То есть у них есть такие макрорегионы, которые кусты, ну да, то есть управляющая организация, допустим, для горячего ключа находится в Белореченске. Пишите напрямую туда, так быстрее будет, потому что в принципе вы можете прийти конкретно в офис Роспотребнадзора, даже в краевой туда на Рашпилевскую 100, и там написать жалобу лично. Но я все равно вам рекомендую, пользуйтесь через сайт. И обратите внимание, я это очень часто вынужден был сталкиваться, есть проблема у сотрудников из-за устаревших алгоритмов взаимодействия. Сотрудники Роспотребнадзора не могут иногда получать ваши фотографии по заявлениям. Поэтому будьте внимательны. Вообще, кстати говоря, по всем. И в МВД то же самое. Я уже говорил и еще раз повторю. Когда вы пишете жалобу на сайте ГУВД, допустим, Краснодарского края или какой-нибудь Ростовской области, помните, что сотрудники полиции, если вы прикрепите ссылку на YouTube, они не будут отсматривать этот материал по ссылке на YouTube. То есть к ним ссылка приходит, вообще сообщение ваше приходит в виде, условно говоря, электронной почты, они его распечатают, и дальше для них ссылка на YouTube это не ссылка, а просто набор символов. Поэтому если вы хотите передать какую-то информацию сотрудникам полиции или Роспотребнадзора, это должны быть фотографии, которые не могут... Вот представьте, что они рассматривают ваше бумажное заявление. Так и будет. То есть они рассматривают бумажное заявление. Буквально то, что вы отправляете им по электронке, они распечатывают и в таком виде рассматривают. Соответственно, если вы отправляете ссылку на видео, они его не посмотрят. Вы должны прислать либо скриншоты, то есть нарезку из этого видео, либо, если прямо нужно видео, записать его на CD-диск, да-да-да, вспомнить, как это делается, записать на CD-диск, прийти в соответствующий орган, будь то полиция или Роспотребнадзор или куда-то еще, и передать, там, условно говоря, с заявлением, что вот я такой-то, такой-то передаю CD-диск с такой-то информацией внутри, который связан с тем-то, с тем-то, с тем-то, с таким-то заявлением, которое я раньше подавал, и сейчас подаю, ну и так далее. То есть они понимают, или вы передаете им на физическом носителе, типа CD-диска информацию, не знаю, примут ли они флешку, ну, наверное, примут. Либо вы передаете с описанием, конечно, обязательно должно быть описание в 2 экземплярах, чтобы вы получили копию, чтобы вы вот это вот передали. Либо вы распечатываете скриншоты с этого видео и передаете. И Роспотребнадзору всегда была проблема с получением от меня фотографий, потому что я жаловался на просрочку, а там критически важны именно фотографии упаковки со сроками, там, с условиями хранения, с тем, что холодильник
был не на той температурном диапазоне, который, допустим, товар должен храниться. Ну, то есть тупо в тепле хранился товар. И это все Роспотребнадзору нужно именно в виде фотографий. А у них технически это было тяжело получать. Такое вот отступление. Рособорнадзор, я несколько раз жаловался на образовательные услуги. Это там, где департамент образования находится в Краснодаре. Жаловался на качество образовательных услуг. Я, кстати, получал лицензию на образовательную деятельность 15 лет назад. Но, в общем, что-то мне не понравилось, как Рособорнадзор действует. Мне кажется, они не особо спешат рассматривать жалобы граждан. Но это мое личное мнение. Может быть, вам больше повезет. Вот. Вообще, в принципе, наверное, если набрать слово надзор, можно столько контролирующих органов найти, которым можно пожаловаться на что-то. Главное, будьте настойчивы. Вот. От одной жалобы сотрудника не пробьешь. Надо навалиться с нескольких сторон. Поэтому всегда вам советую, допустим, если у вас жалобы на образовательные услуги, допустим, на департамент образования горячего ключа, вот, жалуйтесь в вышестоящий департамент, то есть в край, и одновременно в прокуратуру горячего ключа. Ну, намного более эффективно. Все, с вас лайк, подписка, репост, комментарии и... Ну, в общем, я надеюсь, что это видео вам будет более понятным и информативным.